Всем привет, трейдеры, с вами снова Евгений. Добро пожаловать в глубокий разбор скользящих средних MetaTrader 5. Это один из самых мощных инструментов для анализа рынка, но чтобы он приносил профит, нужно понимать, как цена взаимодействует с ними, что означают их пересечения и как распознать признаки ослабления тренда. Сегодня мы разберем 4 типа скользящих, их особенности и сигналы. Погнали! И начнем мы с типов скользящих средних. В MetaTrader их 4, и каждый по-своему реагирует на цену. Давайте разберем их особенности. Simple Moving Average или SMA – это простая скользящая средняя. Она считает среднее арифметическое цена закрытия за период. Все цены весят одинаково, поэтому SMA плавная, но медленная. Она идеальна для долгосрочных трендов, но запаздывает на быстрых движениях. Exponential Moving Average или EMA – экспоненциальная скользящая средняя. Она придает больше веса последним ценам, что делает ее быстрее, чем SMA. EMA реагирует на изменения резче и подходит для краткосрочной торговли. Smooth Moving Average SMMA – это сглаженная скользящая. Это гибрид SMA и EMA. Она учитывает больше исторических данных, чем EMA, но сглаживает шум лучше, чем SMA. Она медленнее реагирует на резкие скачки, но отлично показывает устойчивый тренд. Linear Weighted Moving Average LWMA – линейно взвешенная скользящая. Последняя цена получает максимальный вес, а веса уменьшаются линейно к началу периода. LWMA быстрее, чем SMA, но чуть медленнее, чем EMA, что делает ее хорошей для трендовых рынков. Для примеров мы будем использовать комбинацию из 3 скользящих средних с разными периодами. Это позволяет отслеживать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные движения, быструю EMA 12, среднюю SMA 26 и медленную LWMA 50. Следующий важный вопрос – это порядок скользящих средних и тренд. Порядок, в котором располагаются скользящие средние друг относительно друга, является фундаментальным показателем направления и силы тренда. Сильный бычий тренд возникает, когда все скользящие выстраиваются в восходящем порядке, где быстрая скользящая находится выше средней, а средняя выше медленной. Например, EMA 12 больше, чем SMA 26 и больше, чем LWMA 50. В этом случае цена, как правило, торгуется выше всех 3 линий. Это мощный сигнал роста. Сильный медвежий тренд появляется, когда скользящие выстраиваются в нисходящем порядке, где медленная находится выше средней, а средняя выше быстрой. Например, LWMA 50 больше, чем SMA 26 и больше, чем EMA 12. Цена при этом обычно торгуется ниже всех 3 линий. Это мощный сигнал падения. Также есть неупорядоченный, смешанный тренд или флэт. Если скользящие средние переплетаются, часто пересекаются с друг другом или не имеют четкого порядка. Это указывает на флэт, консолидацию или отсутствие определенного тренда. В таких условиях сигналы скользящих средних часто бывают ложными. Теперь мы перейдем к сигналам по взаимодействию цены и скользящих средних. Взаимодействие цены со скользящими средними может генерировать различные сигналы, от ранних предупреждений до подтверждений тренда. Первое – это цена пробивает и закрепляется выше всех скользящих. Первоначально рынок находится в нисходящем тренде. Цена ниже всех скользящих, порядок примерно LWMA больше SMA 26 и больше, чем EMA 12. Что происходит? Цена последовательно пробивает EMA 12, затем SMA 26, а потом LWMA 50 снизу вверх и закрепляется выше всех 3 линий. Вслед за этим скользящие начинают выстраиваться в бычьем порядке. Это сильный сигнал к покупке, указывающий на начало нового восходящего тренда или мощный разворот. Второе – цена пробивает и закрепляется ниже всех скользящих. В начальном состоянии рынок находится в восходящем тренде. Цена выше всех скользящих. Порядок следующий. EMA 12 больше, чем SMA 26 и больше, чем LWMA 50. Что происходит в этом случае? Цена последовательно пробивает EMA 12, затем SMA 26, а уже потом LWMA 50 сверху вниз и закрепляется ниже всех 3 линий. Вслед за этим скользящие средние начинают выстраиваться в медвежьем порядке. Это сильный сигнал к продаже, указывающий на начало нового нисходящего тренда или мощный разворот. Третье. Цена тестирует скользящий как динамическую поддержку сопротивления. В бычьем тренде, когда цена растет,
Она может откатываться ко всем трем скользящим средним, которые выступают в качестве динамических уровней поддержки. Отскок цены от этих линий подтверждает продолжение тренда. Чем медленнее скользящая, тем сильнее уровень поддержки. В медвежьем тренде, когда цена падает, она может корректироваться вверх к скользящему, которые выступают в качестве динамических уровней сопротивления. Отскок цены вниз от этих линий подтверждает продолжение тренда. Чем медленнее скользящая, тем сильнее уровень сопротивления. Четвертое. Цена, скажем так, танцует вокруг скользящих средних. Это флэт или консолидация. Ситуация следующая. Цена активно колеблется, часто пересекая одну или несколько скользящих средних в разных направлениях. Сами скользящие средние при этом уплотняются, располагаются близко друг к другу и могут переплетаться, теряя свой четкий, бычий или медвежий порядок. Часто можно наблюдать сбой в обычной последовательности пересечений. Например, медленная SMA-26 пересекает более медленную LWMA-50 раньше, чем самая быстрая EMA-12 успевает пересечь простую 26. Такая ситуация указывает на флэт, консолидацию или отсутствие определенного тренда. Сигналы, генерируемые скользящими средними в таких условиях, крайне ненадежны и часто являются ложными. В этом случае лучше дождаться, пока цена четко выйдет за пределы всех скользящих и сформируется новый устойчивый тренд с соответствующим порядком скользящих. Теперь мы переходим к важному, а именно к признакам ослабления или смены тренда на основе скользящих средних. Скользящие средние могут давать важные ранние сигналы об ослаблении текущего тренда или, возможно, его смене, даже если явных пересечений еще нет. Эти сигналы основаны на изменении динамики их движения относительно друг друга и цены. Во-первых, уменьшение угла наклона скользящих средних. В сильном тренде скользящие средние имеют четкий выраженный наклон вверх для бычьего и вниз для медвежьего. Когда скорость изменения значения скользящих начинает замедляться и ее наклон становится более пологим, это указывает на потерю импульса. В коде это можно отследить. Здесь я попрошу внимания. Сравнивая разницу между текущим и предыдущим значениями скользящей с разницей между более ранними значениями. Например, для восходящей скользящей. Если текущее значение минус предыдущее становится меньше, чем предыдущее значение минус скользящее 2 баров назад, это ранний предупреждающий сигнал об ослаблении тренда. Во-вторых, сужение расстояния между быстрыми и медленными скользящими. Что в этом случае? В сильном тренде скользящие средние расходятся, образуя такой веер. Когда расстояние между быстрой и средней скользящими, а затем между средней и медленной начинает сокращаться, это указывает на потерю импульса. Такое схлопывание веера говорит о потере рынком направленного импульса и часто предвещает консолидацию или разворот. Третье. Частое пересечение быстрой скользящей с ценой. Ситуация следующая. В сильном тренде цена обычно удерживается над быстрой скользящей в случае бычьего тренда и под ней в медвежьем случае, лишь изредка касаясь ее или слегка пробивая. Если цена начинает часто и активно пересекать быструю скользящую в обоих направлениях, а не удерживаться по одну сторону от нее, это указывает на потерю контроля быков или медведей над краткосрочным движением и рост неопределенности. И последнее. Неспособность цены устойчиво удерживаться над или под быстрой скользящей средней. В здоровом тренде цена как бы прилипает к быстрой скользящей, используя как основную динамическую поддержку сопротивления. В нашем же случае цена начинает часто и глубоко пробивать быструю EMA-12, а затем возвращаться обратно, не демонстрируя силы для продолжения движения в сторону тренда. Это и есть признак ослабления тренда, указывающий на то, что продавцы или покупатели уже не так агрессивны. Теперь я хотел бы дать вам несколько практических советов. Во-первых, это таймфреймы. На более коротких таймфреймах, как 5 минут или 15, экспоненциально и линейно взвешенные могут быть более информативными из-за их скорости.
На более длительных таймфреймах, как 4 часа, день, неделя, простая и сглаженная, часто дают более надежные сигналы тренда. Что касается контекста рынка, всегда учитывайте общую картину рынка. Скользящие средние наиболее эффективны в трендовых условиях. Во флете или при высокой волатильности их сигналы могут быть менее надежными. Не бойтесь экспериментировать с разными типами и периодами скользящих средних. Главное – это найти те, которые лучше всего подходят для вашего стиля торговли и выбранных активов. Используйте скользящие средние в сочетании с другими инструментами технического анализа, такими как объемы, осцилляторы или уровни поддержки сопротивления, чтобы получить более сильные подтверждения сигнала. Напоминаю, что ни один индикатор не дает стопроцентной гарантии. Всегда используйте стоп-лоссы и соблюдайте правила управления капиталом. Итак, давайте разберемся, на что способен бот, работающий по заданным условиям. Сразу уточню, что условия выполнены не на 100%. Бот создан на скорую руку для первого теста, и иногда сделки не открываются. Над этим еще предстоит поработать. Код занимает около 160 строк, во входных данных размер лота, параметры скользящих средних и еще пара настроек, на которых пока не будем заострять внимание. Теперь давайте скомпилируем код, ошибок нет. Выбираем бота, валютную пару и тестовый период с 1 января 2025 года по сегодняшний день. Запускаем тест, бот совершил несколько сделок и профит составил примерно 22%. Напомню, параметры не оптимизированы, это лишь первая прикидка, и даже в таком виде бот торговал в плюс. К чему я веду? Это к тому, что используемые индикаторы очень простые, но весьма перспективные, если грамотно их применять. Теперь вы вооружены знаниями о скользящих средних в МТ5. Как они работают, что означают их порядок пересечения, как цена взаимодействует с ними и как распознать признаки ослабления тренда. Это мощный инструмент, если понимаете его нюансы и не торопиться со входом. Подписывайтесь, ставьте лайк и давайте торговать с профитом.